ініціатива, яка оперативно належить музейним установам. Звісно, ми координуємо цю діяльність, але тут повний лібералізм. Музеї самі вирішують, як організовувати цю імпрезу, які проекти пропонувати навідувальникам. І те, що зробив Національний мистецький музей, це їх заслуга. Позвали друзья и с ними с компанией. Услышал рекламу по радио и заинтересовала тема непосредственно. Я занял очередь за своей дочерью. Так, а сами пойдете? Конечно. Сегодня пространство женщины обсуждается, и мы весь вечер будем обсуждать пространство женщин. Девушка, а можно вопрос задать? Где такие шляпки берут? Очень интересно. Сами придумывают. Сколько вы уже в очереди стоите? Ну, я думаю, что это время можно потерпеть ради того, чтобы сюда зайти все-таки. Здесь сегодня будет самая отличная тусовка. Вот сегодня ночь музеев, столько много людей. Почему вы не на ночь музеев, а в такси? Ну, думаем сюда зайти. Все-таки придете, да? Чем в этом году удивляет Национальный художественный музей? 16 арт-точками. И, в принципе, это во-вторых. А в-первых, вот такими вот прекрасными, замечательными дамами, которые в полной красе сегодня могут показать все свои лучшие качества. Большинство из этих красивых людей, во всяком случае, те, что стоят позади нас, это ваших рук дело, правильно? Для меня Ночь музеев — это в первую очередь это много позитива, да? Радости, новые впечатления на весь будущий год. Это может быть полет фантазии такой, чтобы человек пришел, удивился, сказал: «Вау, это круто, я так не могу». Девчонки, устали вы? Нет. Сколько уже здесь стоите? С 6 часов. Самый часто задаваемый вам вопрос от проходящих людей. Долго стоите? Устали? В этом году пространство женщины. Это, конечно, очень сложный организм. И поэтому здесь, словно в таинственном лабиринте, переплетаются разнообразные грани. Причем не все, которые хорошо знакомы нам, может быть, но те, которые воспеты именно в произведениях искусства. В живописи, в графике, скульптуре, в литературе, конечно же, и в музыке. Сегодня в пространстве женщин мы выбираем настоящую Золушку. Как известно, она должна уметь делать что-то по хозяйству, должна сочинять стихи, танцевать. В общем, наши девушки белорусские, то бишь, подходят. Я просто сегодня играю роль Молли. Вот, я хочу найти как бы шубу, но я не могу ее никак найти. Мне хочется очень покушать, но я не могу этого сделать, потому что я не могу найти шубу. Вот там была одна, а вы ко мне подошли, и я ее не смогла съесть. Кусочек женского счастья. Мне надо к ней идти, да? А, ну хоть бы сказали. Так. Оп, а меня заберут. Все, до свидания. Счастливо. Приданного сколько дают? Приданное, господи, чемодан шмота. Чемодан шмота? Журналы. Это все приданное. 5 гектар земли. Что умеете делать? Пою, шью, вышиваю. Играю на инструментах. Танцую. Ночь будет длиться, императрица, и что-то там разочарование не наступит никогда. Эй, шальная, я про лейтенантов знаю. Очень много мы задавали сегодня вопросы простой публике, обычным людям, и они говорили, что вообще изначально самой первой ночью музеев Национальный художественный музей поднял такую планку высокую, да, что очень сложно повышать и улучшать это все. Но все равно вот как-то вы умудряетесь это делать. Откуда черпаете вдохновение? Как это получается? У нас каждый раз новая тема. У нас был и Восток, и Франция, сейчас пространство женщины. Каждая тема глубокая, и это, в принципе, позволяет много творить, много чего делать, много чего воплотить.
Центр любого музея – это, конечно же, художник. Вот, например, такой, который творит прямо сейчас на наших глазах. Рисуете же 2 девушек или 3? 3. Белорусы, получается, можно сказать, однозначно, культурная нация, и у них есть культура посещения музеев, да? А как же, да. Да, посмотрите, что сейчас. Все время тут не пройдешь. Я и другим говорю, приходите, это очень интересно, здорово. Культура белорусов есть, конечно, хождение по музеям. И я рад, что участвую в Ночи музеев. Но вот для меня как бы это важно, потому как я работаю в жанре эротического искусства. И вот сотрудники музея прониклись эротизмом и решили сделать такую выставку посвящения женщинам. Знаете, вообще под впечатлением очень хорошим. Я не первый раз здесь, и каждый раз вот так вот с открытым ртом просто ходишь и любуешься всем. Самое большое счастье для художника, когда его картина выставляется в главном музее страны. Мало кто знает, я хочу похвастаться, но и моя работа тоже здесь представлена. Так приятно, когда около нее находятся люди. Вот эту вот табличку печатал я. Как вы оцениваете вот по масштабу, количеству людей? Где больше? В Минске, Братиславе, вообще по уровню организации? В Братиславе еще только людей не видел. Не Братислава малый город, там у нас 500 тысяч людей, а здесь намного раз больше. Люди в Беларуси очень любят искусство и посещают музеи в большом количестве. Я очень впечатлен. Я бачыў некалькі людзей з-за мяжы. Як вы лічыце, вось беларускім музеем не сорамна ім глядзець у вочы, калі яны бачылі музеі міра? Я на мінулым тыдні быў адпачынку і наведаў Прагу, Вену і Варшаву. І наведаў таксама нацыянальныя музеі ў гэтых гарадах. І хочу сказаць, што мы таксама можам ганарыцца нашым нацыянальным мастацкім музеем. Сапраўды, гэта музей вельмі высокага стандарта. Музей мае вельмі добрую калекцыю. В очереди не стояли, правильно? Нет, у нас шляпки. Девушки в шляпках не стоят в очередях. Вот эти вот шляпки, вуали, откуда они берутся? Их покупают или действительно... Делали сами. Идея по поводу черных этих платьев, которые, я вижу, нашла огромный просто, да, отклик. Это кому принадлежит идея и довольны вы реализацией? Моя идея. И знаете, на самом деле мне просто очень хотелось дать женщинам прекрасный повод заявить своим мужчинам: дорогой, мне нужно маленькое черное платье, новое, потому что вот в том старом я уже 2 раза появлялась на людях. Вы с сыном сюда пришли, да? Художественный музей, как бы, это мое любимое место. Вот, я очень люблю здесь бывать, отдыхать. И люди, которые это создавали, молодцы, потому что у них получилось показать женщину, как она есть. Просто на каждом шагу какая-то фишка, понимаете? Хоть мы отстояли в очереди больше 1,5 часов, но оно того стоило. Они держат уровень, придерживаются каких-то своих традиций, но каждый год добавляют что-то новое, какую-то изюминку. Секрет раскроете в следующем году? Какая будет тема? Ну, 2012 год, как вы думаете, какая? Конец света? Вот здесь мы поставим паузу.